Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Саша, и мы с вами не виделись на этом канале примерно 5 лет. Это огромный срок на самом деле, и я записываю это видео для того, чтобы рассказать, куда я пропал, что стало с моей семьей, почему перестали выходить выпуски на моем канале, как я пережил измену, развод с человеком, которого я любил. И, как многие знают, у меня после брака осталась дочка, и хотел бы тоже поделиться, как мы общаемся и что все это значит для меня. Потому что, мне кажется, об этом мало кто говорит, а когда я столкнулся с этим, я понял, насколько это больно, тяжело, и, тоже хотелось бы поделиться. Начну с того, что это был влоговый канал про меня, про мою семью. Здесь я вставлю какие-то видео, может, фрагменты видео, чтобы вы немножко хотя бы вспомнили, потому что видео на канале я все скрыл. И, собственно говоря, сейчас объясню, почему. Я думаю, в целом понятно, но тем не менее. В общем, начну немножко издалека. Для меня всегда семья — это было очень важно. Мои родители расстались, когда мне было 5 лет. Для меня это был большой удар. Не то, что я как-то в моменте это проживал, да, но в целом на меня наложила отпечаток вся эта история с появлением отчима, и у отца потом была жена, да, и все вот это, оно как бы не могло не сказаться на мне. В общем, как я говорю, у меня нет семьи. Это значит, что мои папа и мама не вместе были в моем детстве, и бабушки и дедушки, они тоже были отдельно, и рядом были еще другие люди, бабушки и дедушки, партнеров моих родителей, которые, понятное дело, что не испытывали ко мне никаких семейных чувств там, да, и так далее. И я все это чувствовал, и люди в целом этого не скрывали. Мне казалось, что я смогу создать семью свою, идеальную, как мне виделось, мечталось, хотелось. И, собственно говоря, мне казалось, что у меня это получается. То есть я примерный, хороший муж, который там не пьет, не курит. Это очень так образно говоря, да, понятно, что за этим скрывается большое количество всяких аспектов. Я изучал там психологию и вообще интересовался этой темой. Но я не рассчитал одного момента очень важного в семейных отношениях, в семье. Не учел, так сказать. И это было то, что... Сейчас проедет трактор. Продолжаем, да. Не учел я именно тот факт, что в этой семье я не один, и помимо меня есть еще другой человек, жена, да, у которого есть свои интересы, цели, желания и так далее. История о том, что у меня было все, о чем я мечтал. Я транслировал это в блоге, я получал удовольствие от жизни. Семья, работа, какие-то общие цели, как мне казалось. И в один прекрасный момент это все обломилось, не по моему желанию. Это было огромным ударом для меня. Я думаю, что люди, которые так или иначе с этим сталкивались, разводами, изменами, расставаниями. Это все достаточно болезненно. И тогда, на тот момент, мне было там 25 лет, я живу в розовых очках в своем мире. И, конечно, как и многие, я думаю, они в шоке от того, что происходит, и проходят все стадии отрицания, принятия и так далее. И, собственно говоря, по этой причине я закрыл все видео на своем канале, перестал вести блог. Мне было абсолютно не до этого. Моя жизнь, она просто... Мне казалось, что зачем все это, зачем все это было, зачем отношения вообще, зачем они нужны, и если все так печально заканчивается, и я видел
много подтверждений тому, что семьи там разрушаются, да, и в том числе и моя семья. И, в общем, короче, я разочаровался, понятно, во всех этих семьях и так далее. Более того, у меня от этого брака осталась дочка. Когда мы планировали беременность и когда как бы мы рожали этого ребенка, и в том числе я надеялся и знал, что это мой ребенок, который будет со мной жить там, не знаю, до скольки, до 18, до 19 лет. И я на это рассчитывал, и, в общем, в 8 месяцев все пошло по одному месту. Мы были очень близки с дочкой, проводили очень много времени вместе. Я выкладывал видео о том, что я папа в декрете, и там целые сутки оставался с ней вдвоем. Было для меня очень сложно, конечно, отпускать еще и этого человека из своей жизни, но так нужно было сделать, и меня не спрашивал никто, это было, ну, понятное дело, необходимость. И я очень сильно это переживал. Более того, когда вы просто парень и девушка, очень легко расстаться. Да, вы приняли решение больше не быть вместе, не быть семьей, и вы просто разводитесь и расходитесь, как в море корабли, больше никогда друг друга не видите, не слышите. И мне кажется, это очень здорово, когда ты можешь вот так расстаться и уйти из жизни человека. В нашем же случае так не получается и не получится никогда, потому что вот есть она, малышка, которая связывает нас. Сейчас, конечно, спустя 5 лет уже абсолютно все по-другому, и это стало проще для меня в какой-то момент, но тем не менее все равно мы с дочкой живем отдельно, и это на самом деле это больно. Я не знаю, говорят ли об этом в интернете, но я хочу сказать, что расставаться отцу с ребенком — это очень больно, трудно, грустно. Каждая встреча с дочкой, она была для меня пыткой, и это было очень тяжело. Я не знаю, насколько вы понимаете, напишите в комментариях, потому что ты вынужден встречаться с этим человеком, передавать ребенка и так далее. Более того, когда ты забираешь дочку, и все уже не так, как раньше, у тебя дома не так тепло, и ты не в том состоянии, а ребенок, он как бы ни при чем, он растет, развивается, улыбается, смеется и ходит, начинает ходить в тот момент. И, в общем, короче, я думаю, вы меня поняли. И на этом месте можно возразить и сказать, что: Саш, так твой ребенок остается твоим, пожалуйста, приезжай, забирай, проводи сколько хочешь времени, потом там привози обратно, или там я заберу. Но на самом деле это так не работает. Вы можете закидать меня в комментариях помидорами, но я постараюсь объяснить, почему это так не работает. Потому что сначала ты разбит и не понимаешь, как жить дальше, и тут проходят дни, недели, надо видеться с дочкой, и ты ее забираешь, и это становится еще больнее, и потом ты ее отдаешь обратно, и это еще новая боль, новое какое-то виток страданий и принятия ситуации. Потом, когда дочка подросла, и вроде бы стало все в этом деле попроще, у меня уже появились отношения, плюс мы живем в большом городе, в разных концах. Дорога, вот эти все вещи, они забирают время. На неделе ты работаешь, а в выходные ты хочешь встретиться, там, например, ну, как-то наладить сферу отношений в своей жизни. Ты хочешь там пойти на свидание с девушкой, и ты все время взвешиваешь пойти на свидание с девушкой или увидеться с дочкой, а через неделю все это повторяется, потому что и девушка есть, и дочка есть, и нужно их как-то соединить. И в моем случае это тоже было непросто, но это отдельная тема для видео. Напишите, если это интересно, я
Мы снимем отдельный выпуск о том, как это было, как девушка со стороны видит парня с ребенком и что она думает по поводу того, чтобы создавать с ним семью, отношения. Вот. На самом деле, я хочу сказать, забегая наперед, что это очень непросто. И кажется, что вот мамочка с прицепом, у нее есть ребенок, она с ним живет, и как бы это проблема. Но на самом деле отец с ребенком — это тоже проблема. В моем случае была. Ну, не то, что проблема, но, в общем, это определенно очень серьезный момент в отношениях. И моя девушка, она долго это принимала, и, я думаю, по-прежнему принимает. Она вынуждена мириться с определенными там вещами. Также хочу сказать, что как бы больно это не было в тот момент, я все равно очень сильно благодарен этому человеку за то, что произошло, за этот опыт, за то, что это был именно этот человек. И все, что не делается, все к лучшему. Я убедился на собственном примере в этом. Хочу поддержать людей, которые сейчас, может быть, оказались в такой ситуации. На самом деле так непросто записывать это видео. Я долго думал о том, как это сказать, что говорить, о чем не говорить. И я бы хотел вернуться на самом деле на YouTube, возобновить свой канал, потому что это то, что приносило мне большое количество удовольствия, энергии, и я с удовольствием записывал эти видео. Я фотограф, дизайнер, в общем, визуальная вся эта часть, это все про меня, и, соответственно, я люблю сохранять моменты на камеру и записывать видео своей жизни, свою семью. Это тоже было для меня чем-то таким очень важным. Когда все эти события произошли в моей жизни, я бросил то, чем я занимался, а вел канал я свой около года, и за это время на канал подписалось большое количество людей, чему я безумно благодарен и счастлив. Вас было больше 1000 человек. Сейчас, конечно, на канале многие отписались, потому что видео перестали выходить, но тем не менее, я надеюсь, что вы меня не забыли, вы помните. Напишите об этом обязательно в комментариях, мне будет интересно почитать, кто помнит мои видео. В общем, я хочу, чтобы вы знали, что мне стыдно перед вами за то, что я ушел, бросил это все. Я понимаю, почему я так поступил. Я был очень в печальном состоянии, но тем не менее чувствую, что это какое-то предательство себя в том числе, потому что я тратил на это время, уделял этому внимание, и это была моя работа, да, в каком-то смысле. И, в общем, суть в том, что я хотел бы вернуться на канал. Я пока не знаю, в каком формате это будет. Мне бы хотелось рассказывать и о своей жизни, о фотографии, показывать свою любимую дочку, свою новую семью, возможно. Вот, в общем, тоже напишите, что вы об этом думаете. Мне будет интересно почитать какие-то, может быть, вопросы. Я отвечу, постараюсь ответить в следующем видео на них или там в комментариях. Кстати, сегодня как раз один из таких дней. Это называется отцовский день, когда дочку забираю из садика я. И мы вместе с ней проводим время, день или 2, или 3, там, в зависимости от ситуации. Вот, поэтому поехали, заберем ее из садика. Тоже поснимаю, покажу ее.
Папочка, Скучал по тебе. моя по тебе. Расскажи, куда мы сегодня пойдем? На балет тренироваться. На пробное занятие, да? С Умница. Марьяной. С Марьяшей, с подружкой, да, пойдешь? Ладно, все, пойдем перекусим в машине и на балет. Ну-ка, чего папа тебе привез поесть? Перекусить перед тренировкой, да? Ну, а что кашляешь? Яблочко взял. Чокопай. И печеньки. А tu яблочко? Сейчас еще у меня тут есть еда. Папа вообще-то себе брал. Будешь? Нет. Не будешь такое? Макарошки. Курочка. Хватит. Огурчик малосольный, но ты не любишь у меня, да? Сейчас быстренько. Люблю. Любишь, да? Что ты меня спросила? Верю ли я в чудеса? Верю. А ты веришь? Верю. Только в любовь не верю. В любовь не веришь? А я верю в любовь. Cry baby. Ну не кричи, расскажи нам лучше что-нибудь. Уже не помню. Курочка моя любимая. Чего ты? Счастье моя любимая. Деловая колбаса пошла на балет. Вот, это самое белое. Давай, давай, переодевайся. Деловая колбаса. В лифчике уже ходит. Ну как тебе твои? Понравилось занятие? Да, только первое не понравилось. Что? Первое не понравилось. Не понравилась растяжка, да? Да, второе понравилось. Пойдем быстрее одеваться и поехали. Сейчас у тебя еще репетитор будет по английскому, помнишь? Как это? Удаленно у тебя будет на айпаде. Давай одеваться. Пойдем. Бегом, бегом, бегом. Покажешься? Просто красота. Просто красотка. 10 из 10. Покажись. Я не вижу. Посмотри на папу. Ой, стесняшка. А кольцо ему покажи, вот так палец вверх. А на голове чего? Листик. Знаю, да как палец на тебе. Вообще не святое, да? Не святое вообще. Спать-то мы собираемся? Не собрался. Апельсинчик где? Вот это? Вот это, наверное. Давай. Сейчас, погоди, посмотрю. Да. Нет? Да, да, да. Этот? Да. На ночь, да, налипаешь? А это? Только немножко. 1, 2, 3. Столько у меня вкусненького. А теперь еще вот. Вот, смотри, видишь, пошел. Все, в кровать, бегом. Алиса, продолжи.